В сети отелей Sunrise прибавление. Отель не новый. Построен он был более 20 лет назад, может быть известен кому-то как Grand Seas Postmark или под другими названиями. Разные сотрудники резорта назвали нам несколько дат, с какого момента отель стал работать именно как Sunrise Alma Bay. Одни утверждают, что с января 2024, другие говорят, что с ноября 2023. В любом случае, даже на сегодня он работает в тестовом режиме, заселен не более чем на 30%. Не все работы по реновации и усовершенствованию завершены, но давайте обо всем по порядку. Итак, мы живем в Египте уже около 20 лет, и это второй случай на моей памяти, когда Sunrise берут бюджетный, давно работающий отель, проводят ремонтные работы и меняют название. Замечательно, поразительно, гениально. Первым был Sunrise Aqua Joy. Смотрите обзор по ссылке, который сейчас появится в правом верхнем углу. Там сильные стороны питания и место расположения на туристическом променаде. А вот с ремонтом номеров особо не заморачивались, сделали косметический. Здесь же, в Альма-Бэй, напротив, реновация коснулась в первую очередь номерного фонда. В жилых корпусах слева работы завершены, а в зданиях справа еще продолжаются, но видно, что близки к финалу. И дискомфорта отдыхающим это не доставляет. Мы бронировали одни сутки в самом начале февраля, а потом заселились еще раз вместе с прилетевшими друзьями ближе к концу месяца. И можем сказать, что изменения в лучшую сторону происходят прямо на глазах. Это касается и питания, и работы анимационной команды, и температуры воды в бассейнах. При этом цена пока что остается очень демократичной, сильно дешевле, чем в других санрайзах. Покажем два номера, в которых мы жили. Первый раз это был 2146 на втором этаже. Двери выглядят новыми, как и почти все внутри, за исключением оконных рам. У нас оплачен самый бюджетный вариант с видом на сад. Сразу скажу, что вид с любого балкона или террасы будет всегда во внутренний двор отеля, то есть на зеленые лужайки, бассейны, море. Никаких вариантов в сторону рабочих помещений или стены соседних отелей или на улицу и дорогу нет. Жилые корпуса двухэтажные и без лифтов, поэтому если вы с коляской, удобнее будет жить на первом. Лифт только в главном здании с ресепшн и ресторанами. Кресла и столы на балконах не везде одинаковые, одни выглядят поцивильнее, другие откровенно старые, при этом в исправном состоянии, так что нам не критично, это только внешний вид. А по поводу мебели были сомнения. Выглядит она очень прилично и свежо, но так как это один из немногих отелей, где мы вообще никогда раньше не были, до перестройки в Sunrise, то и как оно здесь было, не знаем. Нашли старые фото в интернете. Сравним. Было в Grand Seas, стало в Альма-Бэй. Если бы не эти фотографии, я бы с уверенностью сказала, что вся мебель новая, но по еле заметным мелочам, например, ракушки на спинке кроватей или форма рабочего стола и комода, становится ясно, что была реставрация. Ради справедливости отмечу, реставрация качественная. А вот другой номер, куда нас заселили в следующий раз, обставлен иначе, не лучше и не хуже, просто по-другому. Здесь нет ничего общего со старыми фото, мебель другая, и это первый этаж с верандой. Мне очень понравилось интересное решение проблемы вечно улетающих табличек с просьбой не беспокоить. Смотрите. В Египте почти круглый год очень важно, насколько корректно работает система кондиционирования. С мая по сентябрь на охлаждение и с ноября по март на обогрев. В апреле и октябре обычно погода комфортная, ровно настолько, что можно обойтись и без кондиционера. Сейчас зима, проверяем, насколько хорошо греет. В одной комнате за 10 минут стало аж жарко, в другой минут 30 температура то поднималась, то падала, не разобрались, как скорректировать. Если у вас будут вопросы, не тратьте время, сразу зовите на помощь работников отеля, они настроят, как вам надо. Кровати большие, на каждой запросто могут спать двое, что удобно, например, для семьи 2 взрослых, 2 ребенка, не нужны дополнительные раскладушки. Постельное белье неплохого качества. Почему-то наволочки, простыня и пододеяльник из разных тканей. Однотонные, в узкую и широкую полоски. Но главное, что без катышков, как нам уже дважды попадалось этой зимой в более дорогих отелях Titanic Royal и The V Luxury. Подробные обзоры смотрите у нас на канале, ссылки будут в описании к видео. Холодильники не новые, очень вместительные, на случай, если вы будете покупать соки или фрукты вне отеля. Есть даже морозилка. В мини-баре кола, фанта, спрайт по одной банке, вне зависимости от того, насколько человек номер забронирован. Но, по крайней мере, у нас так было в обеих комнатах. И нам ни разу за 5 дней не пополняли эти напитки. Вода бутилированная хорошей компании. Мы такую покупаем домой в супермаркетах. Ее как раз ежедневно добавляют, и она есть во всех барах на территории. Пляжные полотенца хорошего качества.
В шкафу большое отделение с плечиками. У нас их было много, а у подруги в номере 2 штуки. Попросили, чтобы добавили. На полках сейф и набор для шитья. Нитки, иголка, булавка. В коридоре зеркало в полный рост. Освещение номеров отличное. Не люблю, когда полутьма и только настенные светильники. Сантехника новая. Гель для душа, шампунь, кондиционер и лосьон в дозаторах. Фен есть. Первый раз, когда мы на сутки заселялись, номер еще не был готов. Мы просто оставили сумки в комнате, когда уборщик работал. Возможно, он поторопился и не положил коробочки с ватными дисками и шапочкой для душа. Либо на тот момент этого вообще в отеле не было. Но уже через пару недель в другом номере все было в порядке. Если у вас чего-то не хватает, не стесняйтесь сказать об этом на ресепшн. Ведь то, что выгодно отличает Sunrise от многих других отелей, это внимание к гостям и желание помочь и исправить недочеты. В завершении темы расселения ложка дегтя в бочке меда. На ресепшн оба раза на чек-ин нам ненавязчиво намекал один и тот же сотрудник, что есть возможность заселиться в номер получше, с видом получше. Кому-то, может, и будет интересно такое предложение. Нам нет. Вообще в отелях такого уровня при возможности апгрейдят без какого-либо расчета на чаевые. Сложилось впечатление, что этот сотрудник работал в отеле давно, до перестройки в Sunrise, и не может отказаться от старой привычки, потому как именно в бюджетных отелях такое практикуется. А мне для обзора, чем хуже номер, тем лучше, чтобы зрители видели реальную картину, а не частные случаи везения. Следующая тема – пляж и территория с бассейнами. Здесь все на 5 с плюсом. И заход в воду, и комфортная глубина. Есть где детям поплескаться и где взрослым поплавать. За волнорезами видны небольшие рифы. На видео они выглядят как затемненные участки. Мест хватит всем даже при 100% заселенности. Чего нет, так это ограждение от ветра. Надеемся, их установка в планах. Огромный плюс – отсутствие парковок кораблей вблизи пляжа, что большая редкость в Хургаде. Ближайший пирс на приличном расстоянии. Отливы бывают, но незначительные. Территория достаточно компактная, все рядом, но при этом не тесно и никто друг у друга на голове не сидит. Один бар с напитками в пляжной зоне, другой на большом бассейне. Подогрев в этом самом большом бассейне просто шикарен. Вода почти горячая. Работники сказали, что 30 градусов, а по ощущениям даже больше, особенно со стороны детской зоны. Так хорошо греют только в Штайгенбергер Эльдау, где площадь бассейна в разы меньше, а стоимость раз в 5 выше. А, например, в Штайгенбергер Аквамэджик вода теплая, но не до такой степени. И опять же, площадь того, что греют, меньше. И гости, как селедки в бочке, там сидят, что сказывается на чистоте воды. Водные горки самые простые, но тоже очень хорошо подогреваемые. В зимний период это важнее многого. Рядом с горками мини-клуб, спа-салон, тренажерный зал и детская площадка. Про детский клуб нечего рассказать, детей в отеле было всего несколько человек, и никого из них невозможно было вытащить из горячих бассейнов. К тому же аниматоры устраивали мероприятия в течение дня на открытом воздухе для взрослых и детей вместе, и это было интереснее, чем в комнате сидеть. Одним из самых ярких впечатлений в Альма-Бэй были стаи птиц, которые облюбовали отель и кружили над ним целыми днями. Вороны, голуби и воробьи – обычное дело везде, где можно крошками подкрепиться, но здесь их как раз почти не было видно. А вот египетские цапли реже встречаются и штучно. Я уже рассказывала о них в обзоре «Бич Альбатрос». Такой большой коллектив видим впервые. И кроме того, стаи диких уток и чайки. О питании кратко. Продукты качественные, а что касается ассортимента блюд, то тут на вкус и цвет мнения могут расходиться.
Подруга в первый день отдыха жаловалась на отсутствие выбора мясных блюд и совсем не было рыбы. Но ежедневно по 10 раз на дню всех гостей опрашивают, что нравится, что нет. И улучшения, как я уже сказала в начале видео, происходят прямо на глазах. Шеф-повар предлагал и борщ сварить, и пельмени, но мы такое дома поедим. А кому надо, пожалуйста, заказывайте. Еще странно, оливки в Египте обычное дело, они есть везде и всегда, как помидоры, огурцы, но за наши дни пребывания мы ни разу их не увидели на салатном столе. В общем, после наших просьб появилась и рыба, и птица, и мясо какое хочешь. Важно, что все вкусное. Мы здесь встретили повара из бывшего Hawaii Palm, а нынешнего Sunrise Aquajoy, и раз уж он теперь в Альма-Бэй, то, надеюсь, питание в скором времени будет на том же уровне. Не знаю, насколько это реально, но если взять мастер-класс кондитером Альма-Бэй у акваджоевских, то было бы просто супер. А пока бесподобный сладкий стол в Акваджой лидирует среди всех санрайзов. Стулья в ресторане обернуты клеенкой, это значит, что прослужат долго и останутся не заляпанными. Посуда чистая, красивая, особенно тарелки, как и в Акваджой. Пара слов о напитках для тех, кто мои обзоры предыдущие не смотрел и в Египте никогда не был. Во всех отелях можно смело пить пиво. Конкретно в Альма-Бэй оно баночное, Стелла. Вино пробуйте, но осторожно. Раньше было неплохое сухое, например, Амар Хайям, но последние годы льют пакетированное и качество не лучшее. Крепкие напитки очень своеобразны и выбор их минимален. Весь алкоголь местного производства. Соки пакетированные, на завтрак есть фреш 1-2 видов у входа в ресторан. В лобби-баре варят турецкий кофе. Мини-диско и вся вечерняя анимация проходят в главном здании. Сцена под основным рестораном напротив стоек регистрации. Местонахождение отеля на полпути из Хургады в Сахл-Хашиш. Одинаково близко до торгового центра Сенза и до пешеходного променада Эль-Мамша, примерно 10-15 минут на такси. Те, кто не первый раз в Хургаде и без волнения пользуются общественным транспортом, мини-басами, могут вообще такси игнорировать. Выходите на дорогу, вправо идут басы в сторону океанариума, нового музея древностей, променада Эль-Мамша, Шератона, можно доехать до причала Марина и даже в Дахар, старый город и на большой рынок. А перейдя дорогу, поедете влево до торгового центра Сенза. До района с фонтанами Сахл-Хашиш микроавтобусы не идут, туда только на такси. От аэропорта до Sunrise Альма-Бэй около 12 километров. На машине это 10-15 минут езды. Групповой трансфер от туроператора может дольше ехать, потому что развозит несколько отелей. В ближайшее время у нас появится свой сайт, где можно будет забронировать индивидуальные трансферы, а также индивидуальные экскурсии, цветы или шары на случай торжества и многое другое по самым выгодным ценам. Если не озвучила какие-то вопросы относительно отеля, спрашивайте в комментариях. Всем отвечу. И подытожим. Пока отель малоизвестен и предлагает очень выгодные цены, рекомендую его однозначно. Пляж отличный, скоро потепление и море будет шикарным. Кто боится акул, могут плавать в лагуне. А пока море холодное, подогреваемые бассейны очень кстати. Номера и вид из них никого не разочаруют, если есть понимание, что это все-таки Египет, а не Германия, например. Нет смысла проводить параллели и искать недостатки в мелочах, иначе вам и в египетском Риксосе будет грустно. Следующий обзор об отеле Titanic Palace из бюджетной категории. Подпишитесь, чтобы не пропустить. И отличного всем отдыха!